Всем привет, это вторая часть, или скорее дополнение к первой части обзора апдейта Grand Crusade Forcebringer. Спасибо Кевину, Мистлайту, Элмору и всем тем, кто помог разобраться в механике скиллов Фео и особенности обновления в целом. Прежде всего, следует сказать о том, что аура ветра дает не шанс, а силу критической атаки магическими умениями. Кроме того, взрыв стихии у повелителя бури и буйство стихии у инквизитора Фео под аурой тьмы дополнительно дают обратный эффект, то есть не силу крита, а шанс. Далее измененное умение Тайный удар кометы, бывший путь гибели, при детальном изучении оказался не таким тривиальным. Во время появления триггера под колдовством взрыва у этого скилла время отката сбрасывается только на 15 секунд, а не полностью. Без гармонии мага, сонат и ожерелья Полины видно, что откат уменьшается только на 15 секунд, оставляя несколько секунд до отката. Еще одно важное дополнение, которое сложно было увидеть по реакции мобов. Тайный удар кометы с некоторым шансом может сбросить таргет у противника. Попробую пару раз сбросить таргет у своего твинка. Сейчас получилось сбросить таргет с первой попытки, но попробую еще несколько раз, чтобы показать, что есть некий шанс. Слаг под аурой тьмы у инквизитора перемещает за спину цели, как я уже говорил в предыдущем обзоре. Но также с некоторым шансом сбрасывает таргет у цели и наносит дополнительный урон. Опять сделаю несколько попыток, чтобы показать некий шанс. Как правильно заметил Кевин в комментариях к предыдущему видео, новый нюк у саммона Некро режет входящий хил, а не восстановление хп. Оставим подопытному немного хп и проверим входящий хил без дебафа. Посмотрим на цифры. Еще раз оставим немного хп и проверим входящий хил уже под дебафом. По цифрам видно, что входящий хил снизился примерно на 15%, несмотря на то, что в умении говорится о 20%. Возможно, это связано с первым уровнем суммона. Перед установкой второй части обновления я заметил любопытную особенность работы умения разрушения стихии. Как оказалось, дебаф от Elemental Crush имеет уровни в зависимости от включенной ауры.
Под аурой огня дебаф с каждым нюком увеличивает силу эффекта воспламенения, который все больше и больше сжигает ХП или ЦП у противника во время одного тика. Под аурой воды дебаф накапливает точно так же уровни, но эффект заморозки появляется только на 5-м уровне. Под аурой тьмы дебаф дополнительных эффектов не показал, кроме увеличения мощности самого скилла, что естественно для увеличения уровня. То же самое можно сказать об ауре ветра, света и земли. У них можно обнаружить только единичный эффект отталкивания, стана или рута, без специальных эффектов накопления уровня. Несмотря на отличную статью на Вики, отдельное спасибо Мистлайту, прокомментирую статью с улучшенным оружием тени и эпик боссов. Для улучшения оружия тени необходимо будет выполнить цепочку из 3 квестов на специальный улучшенный слиток тени. Квесты одноразовые, и для начала цепочки необходимо иметь уже заточенное оружие тени, которое и необходимо будет улучшить. В первом квесте необходимо 5 раз пройти бесконечное убежище, лагерь легиона Эмбрио и убить 13 тысяч мобов в волшебной долине. Учитывая поднятый уровень монстров в этой локации, сделать это будет не так просто для новичков 99 уровня, с того самого уровня, с которого начинается квест. Для выполнения второго квеста необходимо заточить любое оружие на +7. Здесь важно, что не имеет значения, какое оружие точить. В конце цепочки игрок получит специальный слиток тени, который вместе с заранее заготовленным уже апнутым 10 простыми слитками оружием можно будет обменять на улучшенное оружие тени. Наконец, в последнем третьем квесте необходимо принести 7 раз по 500 кристаллов фракции с острова Ада и пещеры гигантов. Это, пожалуй, наиболее трудоемкая часть, учитывая количество кристаллов, которое выпадает из сундука по завершении фракционных квестов. В конце цепочки квестов Netty выдаст улучшенный слиток тени, с помощью которого и производится апгрейд оружия. Что касается характеристик, то в улучшенное оружие тени можно поставить камень жизни, и помимо базовых 300 атрибута атаки добавляет бонус еще 150. Для улучшения оружия Таути квестов выполнять не нужно, зато необходимо 12 эльсиумов, 3 кристалла Таути, которые можно получить у Ишумы, выменяв на обычное оружие Таути, и 1 фрагмент огромного оружия Таути, выпадающий с некоторым шансом в мистической таверне История Таути. Кроме увеличенных характеристик в огромном оружии Таути, можно отметить возможность поставить ЛС, мистический ИСа и любой атрибут, который вместе с бонусом будет равняться 450 очкам атрибута атаки. В огромном оружии Таути появилось активное умение «Огромная сила Таути». Наносит удар по цели силой 42 с лишним тысячи, плюс физатака персонажа, и опрокидывает цель.
Требуется 4 руды души, откат 15 секунд. Наконец, для улучшения оружия Кельбима необходимы похожие ресурсы с учетом другого рейд-босса. Здесь понадобится 3 кристалла Кельбима, их можно выменить у Кейси на обычное оружие Кельбима, 800 сил гигантов и 1 фрагмент наполненного сумасшествием оружия Кельбима из таверны истории Кельбима. Так же, как и в огромном оружии Таути, у исполненного безумием оружия Кельбима появилось умение Дух Кельбима, которое блокирует использование умений и наносит фиксированный урон чуть меньше 7000, игнорируя ЦП. Это, пожалуй, все, что удалось узнать и показать. Несмотря на это, осталось еще много вопросов. Задавайте их в комментариях, возможно, вместе мы сможем найти на них ответы.